Большинство людей видят Люцерновское озеро через призму открытки. Капербрюке, лебеди, дорогие часы на набережной и бесконечный поток туристов, штурмующих вершину Пилатус. Это парадный Люцерн. Он безупречен, предсказуем и немного стерилен. Но у этого озера, которое сами швейцарцы называют Фиртвальдштетти, озеро четырех лесных кантонов, есть и другое лицо. Оно прячется в тени отвесных скал, куда не заходят большие круизные теплоходы. Оно молчит в архивах забытых республик. Оно застыло в камне там, где миллионы лет назад ступали гиганты. Сегодня мы сойдем с протоптанных маршрутов. Мы проигнорируем указатели топ-10 аттракцион и отправимся туда, где Швейцария перестает быть декорацией и становится живой, таинственной и местами пугающе красивой. Мы посетим 5 локаций, о которых путеводители предпочитают молчать, чтобы сохранить их тишину. Глава номер 1. Острова Лорелия. Бирюзовая алхимия. Начнем с места, которого не существовало еще 20 лет назад. Если вы посмотрите на старые карты дельты реки Ройс, вы увидите лишь плоскую воду. Но сегодня здесь раскинулся архипелаг Лорелия. Многие называют их швейцарскими Мальдивами. Ирония в том, что эти острова – дитя индустриального гиганта. Когда Швейцария строила Готардский базовый туннель, самый длинный железнодорожный туннель в мире, инженерам нужно было куда-то деть миллионы тонн извлеченной породы. Вместо того, чтобы просто свалить камни в кучу, они создали экологический шедевр. Почему здесь такая вода? Секрет в известняке. Светлая порода со дна Альп, поднятая с глубины в 2 километра, теперь фильтрует озерную воду, придавая ей тот самый неоновый бирюзовый оттенок. Это экологическая компенсация. Человек забрал у природы пустоту внутри горы и отдал ей сушу посреди воды. Здесь нет кафе с завышенными ценами и арендой шезлонгов. Только вы, горячий камень и ледяная вода, которая помнит давление альпийских хребтов. Это место символ того, что даже масштабное вмешательство человека может стать актом созидания, если подойти к нему с швейцарской точностью и уважением к ландшафту. Глава номер 2. Бауэн. Оазис, запертый в скалах. Если плыть дальше на юг, горы начинают смыкаться, превращая озеро в узкий, глубокий фьорд. Здесь расположена деревня Бауэн. До 1956 года сюда невозможно было добраться по суше. Единственным путем была вода или опасные горные тропы. Эта изоляция создала нечто невероятное. Из-за особого расположения Бауэн защищен от холодных северных ветров, а скалы здесь нагреваются так сильно, что работают как гигантская батарея. Результат: в самом сердце центральной Швейцарии, в окружении вечных снегов, растут пальмы, инжир и бананы. Но Бауэн — это не только ботаническая аномалия, это место силы для национальной идентичности. Именно здесь родился Альберих Цвисвик, монах, который в 1841 году написал музыку к швейцарскому гимну. Слушайтесь в эту тишину. Здесь нет гула моторов, потому что в деревне запрещено автомобильное движение. Только шелест пальм и звон колокола
Бауэне кажется, что время это не линейная величина, а круговорот, зацикленный в этом природном амфитеатре. Глава номер 3. Ущелье Рислитен. Там, где плакали динозавры. Теперь пристегните карабины. Мы отправляемся в ущелье Рислитен. Если Бауэн это уют, то Рислитен это первобытный хаос. Это место почти не упоминается в массовых гидах, потому что добраться сюда это вызов. Ущелье знаменито своим водопадом, но настоящая тайна скрыта в геологии. Здесь, на отвесных плитах, которые когда-то были дном океана Тетис, застыли следы. Это не просто эрозия, это ихнофозилс. Это отпечатки лап динозавров, оставленные здесь более 100 миллионов лет назад. Представьте, вы стоите на узком мостике, под вами ревет поток, а прямо перед глазами физическое доказательство того, что время не властно над камнем. Эти следы были вертикально подняты во время формирования Альп. Рислитен – это портал в мезозойскую эру, бесплатный музей под открытым небом, где единственным смотрителем является ветер. Здесь чувствуешь себя песчинкой в механизме вечности. И это, пожалуй, самое отрезвляющее чувство, которое может подарить путешествие. Глава номер 4. Республика Ерзао. Свобода в миниатюре. Швейцария сама по себе невелика, но внутри нее когда-то существовал мир еще меньше. Добро пожаловать в Ерзао. Путеводители напишут, что это солнечный берег, но они умолчат о том, что на протяжении 4 столетий этот крошечный клочок земли был независимым государством. В 390 году жители Ерзао выкупили свою свободу у знати. С тех пор и до самого прихода Наполеона в 1797 году эта деревня была суверенной республикой. У них был свой парламент, свой флаг и, что самое важное, свой суд. У подножия горы до сих пор сохранились места, где стояли позорные столбы. Почему это важно сегодня? В Ерзао сохранился особый дух. Жители до сих пор называют себя республиканцами. Это место учит нас тому, что независимость – это не вопрос размера территории, а вопрос воли людей, живущих в ней. Прогуляйтесь по их каштановой аллее, смотритесь в архитектуру домов. Здесь каждый кирпич пропитан гордостью людей, которые знали, их мир заканчивается через 3 километра, но в этом мире они сами по себе хозяева. Глава номер 5. Замок Мегенхорн. Вино и Искупитель. Наше финальное скрытое место находится всего в нескольких километрах от Люцерны, но большинство туристов проезжают мимо него на автобусе, стремясь в центр. Замок Мегенхорн. Его называют младшим братом французских замков Лауры, но главная его тайна не в интерьерах, а в том, что находится на самом краю мыса. Там лицом к озеру стоит статуя Христа. Это уменьшенная копия знаменитого монумента из Рио-де-Жанейро, но установленная
за десятилетие до бразильского гиганта в 1900 году. Зачем она здесь? Это был жест благодарности и символ защиты моряков. Но сегодня это самое медитативное место на всем озере. Пока толпы в Люцерне сражаются за столик в кафе, здесь вы можете сесть на скамью у ног каменного искупителя, открыть бутылку белого вина, произведенного прямо здесь, на замковых виноградниках, и смотреть, как солнце тонет в Фильшвадж дет Терзий. Вино Магенхорна – это редкость. Его не встретишь в супермаркетах. Оно сухое, минеральное, с нотками тех самых скал, по которым мы сегодня путешествовали. Это вкус самого озера. Люцерновское озеро – это не то, что вы видите из окна пятизвездочного отеля. Это то, что вы чувствуете, когда ваши кроссовки покрываются пылью в ущелье Рислетен, или когда вы пробуете инжир в Бауэне, или когда молчите у подножья статуи Мегенхорне. Тайны не прячутся под замком, они просто ждут, когда вы станете достаточно любопытными, чтобы сойти с корабля на берег там, где нет толпы. Путешествуйте медленно, слушайте горы и помните, самые интересные главы в путеводителе – это те, которые вы напишете сами.